Приветствую всех. Вы просили, я записываю. Гайд по Blood Bowl 3. Сразу говорю, что, возможно, в мой гайд закрадутся ошибки. Вы меня поправите, и я ваше сообщение добавлю в закрепленное сообщение под этим видео. Так что не забудьте проверить первое сообщение под этим видео. Возможно, там какие-то будут дополнения. Что такое Blood Bowl? Это настольная игра, которая была перенесена на ПК. И она создана на вселенной Вархаммера. Что мы здесь делаем? Это пошаговая стратегия. Смысл забить гол нашему сопернику. Тот, кто больше забивает, тот побеждает. Все довольно-таки очень просто. У нас 2 тайма по 8 ходов получается на каждый тайм. Соответственно, и мы кидаем здесь кубики. То есть от 1 до 6 в основном. Но бывает, что мы кидаем 2 кубика. Соответственно, если 2 кубика, то мы можем кинуть от 2 до 12. Давайте, когда мы купили игру, зашли, первое, что нам надо сделать, это создать команду. На выбор 12 команд. Про команды я не буду рассказывать. Команды, потому что тут есть 3 типа команд. Есть команды силовые. Смысл силовых команд — набить лицо противнику и затащить уже мяч. Есть ловкачи. Они пытаются уходить от боя и хотят, увернуться, пасануть, чтобы до них не достали, и по-быстрому забить гол. Есть универсальные команды, которые могут и подраться, и там в пас поиграть. Также есть фановые команды. Они обычно, у них есть какая-то фишечка, но толком они ничего не могут. Как новичкам я бы посоветовал орков. У них много брони, и они довольно-таки просты в использовании. Вот от себя скажу, что если вы новичок, берите орков, не пожалеете, в принципе. По составу просто называем команду, нажимаем далее, ищем шаблоны в интернете хорошие, и вот через особое подтверждаем создание. Тут набираем игроков, допустим, там 1 тролль, 2 бросающих, блицеров, здоровяков. У нас, когда мы создаем команды, фонд команды 1 000 000. Обязательно всегда берем 2 реролла. Вот стоимость покупки. И у нас должно быть 11 игроков. То есть, допустим, вот я уже нападающего не могу взять, потому что у меня 955, а он стоит 500. И мне надо чем-то жертвовать. То есть, одного бросающего убираю. Берем нападающего, у нас 10, и еще одно. Вот, 11 человек я собрал. Вот так на взгляд. Первый. В идеале, конечно, брать здоровяков-блокеров 4 сразу, потому что у них 4 силы. Но, как говорится, лучше посмотрите гайды по командам в интернете. Потому что по командам тут каждый делает, как ему нравится. Дальше. Основные навыки у нас движение. Движение — это... Давайте я, наверное, в игре покажу, что это значит. Так, также вот дальше. Когда мы только начинаем играть, у нас команды обычно стоят по-разному. То есть, допустим, цена нашей команды вот здесь 1 170 000. Команда противника 1 215 000. Она дороже. И благодаря этому нам даются деньги на мелкие расходы, чтобы уравнять наши силы. Мы можем за эти мелкие расходы купить всякие поощрения звездных игроков или наемников. Также вы можете потратить фонд команды. Но не забывайте, если вы потратите фонд команды, эти деньги не возвращаются. То есть вот у вас какой-то есть фонд команды, вы копите на игрока. Если вы тратите его на игру, то вы эти деньги потеряете.
Если вы не потратите мелкие расходы, они к вашему фонду команды не прибавятся, они просто исчезнут. Поэтому, если вы видите, что у вас есть мелкие расходы, всегда их тратьте. В первую очередь, обычно я смотрю, если там 200 тысяч разница у нас, всегда смотрю звездных героев. Опять же, по ним надо отдельный гайд снимать, поэтому я углубляться не буду. Вы посмотрите в интернете, потому что у каждой команды свои звездные герои. Или же я потом отдельно по ним запишу гайд. Из поощрений что полезно? Полезна бочка Бладвайзера. Это когда вашего игрока оглушили, вы на единичку добавляете единичку к проверке восстановления. Также взятка хорошо полить и маг. Наемники это простые ваши игроки, которых вы можете купить. Просто еще дополнительные, если взять. Они относительно недорого стоят, если сравнивать со звездными игроками. Но если есть возможность купить звездного, то, конечно, надо брать звездного игрока. Так, что, поехали дальше. Прием мяча и удар по мячу. Если мы принимаем мяч, то мы атакуем. Если мы бьем по мячу, тогда мы защищаемся. То есть, когда мы нажимаем прием мяча, то наш соперник становится в защитную позицию. То есть, он первый выбирает, как он будет защищаться. Когда он это сделал, он прожимает конец хода, и уже мы выставляемся, чтобы его пробивать. Нажимаем конец хода, и теперь он бьет по мячу. То есть он выбирает клетку, куда бить. Разброс вы видите по по стрелкам. То есть как мяч полетит, он может улететь в любое место. Если вы так вот прожмете, то вот эти крестики, есть шанс, что он туда улетит. И тогда просто мяч, соперник выберет игрока, кому передать мяч. То есть это очень плохой вариант, вот так вот кидать. Всегда надо стараться кидать куда-то в центр. То есть вот он бросает, прилетает мяч. Событий розыгрыша я на самом деле не нашел еще, где можно про них почитать. Там их довольно-таки много. Вот выпала молитва Нафлу. До конца следующего драйва для успешной попытки оспорить решение судьи нужно выбросить что-то там. То есть этого еще пока что они не добавили. Теперь давайте изучим, что такое навыки. Движение. Движение это сколько мы можем прокинуть клеток, не кидая никакой кубик. Не кидая кубик от 1 до 6. То есть 6 клеток мы можем пробежать. Все игроки еще могут пробежать дополнительно 2 клетки рывок. Чтобы рывок сработал, нам надо прокинуть 2 и выше. Что надо запомнить самое главное по кубикам? Это то, что единичку, если мы кидаем единичку, действие всегда неудачно. Что бы ни произошло, мы кидаем единичку, это неудача. Если мы кидаем шестерку, это всегда удача. Независимо от результата. Дальше, сила. Наша сила зависит от блока по сопернику. То есть, если у нас сила 3 и у соперника сила 3, то мы в него будем всегда кидать 1 кубик. Соответственно, если мы, допустим, вот у нас сила 4, и мы проатакуем соперника, у нас уже будет 2 кубика. Запомнили, если у нас сила, видите, 3 выделилась. Если у нас сила выше, чем у соперника, мы кидаем в 2 куба.
Если наша сила меньше, чем соперника, давайте я сейчас продемонстрирую. Вот, смотрим. У нас сила 3. Мы атакуем четвертую силу. И выглядят вот такие вот красные кубы. Это значит, что если мы бьем в 2 красных куба, соответственно, когда мы делаем блок, то не мы выбираем кубик, один из этих двух, а выбирает наш соперник. Соответственно, когда меньше сила, уже соперник выбирает кубики за нас. Что не очень хорошо, потому что он будет выбирать результат, который ему более благоприятен. Дальше, чтобы мы можем также сделать 3 куба. Сейчас я покажу, что для этого надо. Чтобы у нас было 3 куба, наша сила должна быть в 2 раза больше, плюс 1, чем у соперника. То есть вот наша сила 5, у соперника сила 2. Мы будем бить в 3 кубика. Запомнили. Это удар называется блок. То есть мы ставим блок. По силе все. Дальше. Ловкость. Ловкость отвечает за умение игрока подбирать мяч и не давать его отобрать. Показатели ловкости — это минимальное число, которое нужно выбросить на D6. То есть 3 плюс там надо выкинуть. 3, 4, 5, 6, чтобы подобрать мяч. Вот, смотрим. Так, сейчас пропускаем ход. Вот, мы берем мяч. У нас 67% на подбор мяча. Это получается 3, 4, 5 и 6. Также ловкость влияет на уклонение. Опять 3 плюс, то есть 3, 4, 5, 6. Нам надо 67%, чтобы уклониться. Все, дальше. Дальше управление, умение пасовать. Умение пасовать отвечает за способность игрока передавать мяч. Это минимальное число, которое нужно, чтобы выбросить на D6. D6 это кубик от 1 до 6 при попытке сделать пас. На эту проверку могут быть наложены различные модификаторы. Об модификаторах мы поговорим попозже. Давайте попробуем дать пас. Чтобы дать пас, нам надо, естественно, взять мяч. Берем мяч. Вот, мы выкинули 3. То есть мы удачно подбор мяча 3+, выкинули 3, успех. Теперь, чтобы дать пас, нам надо его активизировать. Но получается, после подбора мы активизировать пас не можем. Что довольно-таки странно, потому что во втором бладболе можно было сразу пасовать. Пропустим ход. Вот. Теперь, чтобы дать пас, надо выбрать или активация паса, мы даем пас, или же активация передачи. Активация передачи — это мы когда даем вкладку. При активации паса, да, мы кидаем уже 4, 5, 6. То есть, видите, 50%. Нам надо кинуть 4+, чтобы вообще пас получился. И потом 3+, чтобы он поймал. То есть нам надо кинуть кубик сюда вначале, потом сюда. Но если мы можем добежать до игрока, допустим, вот мы хотим ему пасануть, мы можем безопасно до него добежать, то мы можем сделать вкладку, передачу. То есть если мы активизируем передачу, мы подбегаем, и нам уже не надо проходить, видите, здесь ничего не написано, не надо проходить проверку кубиками, чтобы отдать мяч. Передаем мяч, он кидает 3+, ловит мяч. Все, по пасу понятно. Следующее. Броня. Броня — это число
устойчивость игрока к травмам. Чем выше этот показатель, тем лучше сопротивляемость. Когда мы роняем игрока, идет проверка на броню. То есть и кидается 2 кубика. 2 кубика от 1 до 6. То есть может выпасть число от 2 до 12. Если число выпадает больше 9 в данном случае, здесь надо уже 10, допустим. Тут 9. То есть у всех она разная. Тут, допустим, уже 7 плюс, как вы видите. То есть если мы кидаем с 2 кубов семерочку, мы уже его пробиваем броню, и идут еще 2 броска на травму. Давайте покажу, как это работает. Вот мы подходим. Бьем. По кубикам я сейчас объясню. Защитник сбит. Вот результат по умолчанию. Вот такой значок — это шестерка. Череп — это единица. Вот мы его пробиваем. И смотрим. Нокаут. Смотрите, что произошло. Мы пробили броню. Мы выкинули 11. Нам надо было 9. Соответственно, мы пробили броню. И у нас тут еще был скилл могучий удар. О нем мы поговорим позже. Чтобы нанести травму сопернику, надо как минимум прокинуть 8 с 2 кубов. Мы прокинули 7, но за счет вот этого навыка мы кинули 8 и его нокаутировали. Если бы мы прокидывали меньше 7, от 1 до 7, мы бы его просто оглушили, он бы остался на поле, но пропустил бы следующий ход. И через ход бы уже смог бы встать. По травмам я сейчас не хочу соврать, но насколько я помню, 8 и до семерки оглушения, 8, 9, 10 это нокаут, а 11, 12 травма. Я вот не помню, десятка была или нокаут, или травма. Я напишу в комментарии под видео, когда уточню этот вопрос. Так, все, поэтому все. То есть по навыкам все понятно. Дальше. По еще раз блокам. Когда мы делаем удар по сопернику, мы должны обязательно находиться в упор друг к другу. То есть вот этот товарищ, если он подойдет, он не ударит. Единственное, что он может сделать, как ударить, через активацию блица. То есть один раз за ход вы можете включить блиц, подбежать и ударить. Но это один раз за ход. После чего, вот давайте мы ударим. Вот мы прокидываем кубики, его ложим. Если мы попытаемся вот этим, допустим, товарищем сделать, вот, уже не получается. То есть только те игроки, которые находятся рядом, могут бить соперника. И один раз на ваш выбор вы можете ударить с любой позиции. Дальше, когда мы бьем, мы кидаем кубик от 1 до 6. Вот мы видим, они сейчас крутятся. Единица — это черепа. То есть если мы кидаем единичку, то противник сбивает нас. Двойка — это вот череп со звездочкой. По идее, это означает, что оба соперника падают и происходит переход хода. Но есть вот такой скилл-блок. В данном случае игрок не будет сбит с ног при выборе варианта блока. То есть, если у нас, допустим, есть блок, а у соперника нет, то мы его повалим. Это один из самых важных скиллов, в принципе, в игре, я считаю. Потому что, ну, в таком случае вы кидаете кубик от 1 до 6, и только единичка
кладет вас на лопатки. Двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка. Как бы, ну, вы продолжаете дальше действовать другими игроками. 3 и 4 это стрелки. Они вот с боков. Давайте сейчас, может, они прокинут. Вот, стрелка. Это или 3, или 4. Вот это двойка. Падают оба. То есть мы просто игрока отталкиваем. Сами тут остаемся. Это сейчас не важно. То есть мы оттолкнули. Все. Дальше. Есть еще пятерка. Вот. Пятерка это со знаком, восклицательным знаком. На пятерку мы валим, но если у человека есть уклонение, то мы тогда его только отталкиваем. То есть становится пятерка как тройка или четверка. И шестерка, как я уже сказал, шестерка всегда успех. На шестерку мы всегда валим игрока. По блокам вроде все. Теперь по блокам самое главное. Давайте обновимся. Что же делать? У нас вот, смотрите, один кубик. То есть в Blood Bowl всегда надо стараться кидать в 2 куба. В идеале, конечно, в 3. Но в 3 довольно сложно, потому что 3 силы у основных игроков 3 силы. То есть нам надо 7 силы, чтобы кидать в 3 куба. Поэтому чаще всего все-таки выпадает 2 куба. Чтобы было 2 куба, как у нас вот одинаковая сила. Как сделать 2 куба? Надо ему помочь. Как ему помочь? Надо, чтобы рядом с игроком стоял наш союзник. Что важно, это то, что этот союзник не должен никем быть прикрыт. То есть вот смотрите, здесь у нас союзник стоит, помощи нет. Почему нет помощи? Потому что вот этот игрок кроет его. А здесь он свободен. То есть мы вот атакуем, написано помощь, плюс 1 сила дается. Соответственно, за каждого игрока будет даваться плюс 1 сила. То есть вот сейчас у нас получается 3 плюс 1, 4. Если бы этого игрока здесь не было, уже было бы плюс 5. Все, то есть мы всегда стараемся вбить 2 куба и с помощью. То есть не бьем вот так вот, не бьем единичку, а в 1 кубик. Всегда стараемся подстраховаться. Вот, допустим, мы здесь, если ударили, оттолкнули его, не смогли повалить. Но зато освободили здесь игрока. У нас уже здесь 2 куба. То есть об этом всегда нужно думать. Здесь вот товарищ, у него сила 4, у нас 3. Подведите 2 человека на помощь. Вот у нас раз помощь, 2 помощь. У нас 3 плюс 2. Все, у нас 2 куба. Запоминаем, что если есть помощь, то мы можем бить в 2 куба. Даже если у нас одинаковая сила. Если бы здесь вот стоял соперник, допустим, ставим вот товарища сюда. Все, у нас уже 1 куб, потому что он уже кроет этого человека. Это вроде закрыли. Дальше пройдемся по скиллам. Я переключил на английский, потому что то, что там на русском написано, это полнейшая белиберда. Соответственно, есть основные скиллы, есть скиллы на силу, ломать людей, есть на ловкость, уворачиваться и так далее. На пас, пасовать, мутации. Мутации могут не все использовать, а только в основном там команды хаусов, нургли и так далее. И характеристики. Начнем с характеристик. Самое простое. Movement Allowance. Давайте это я на русском, чтобы вы понимали. Особо нельзя испортить название скиллов. То есть получается движение. Это просто мы
будем быстрее двигаться. Ну, дополнительно одна клетка бесплатная на движение, без прокидывания кубика. Сила добавляет силу, то есть у нас было 3 силы, станет 4 силы. Ловкость также плюс 1 к ловкости. Соответственно, нам надо не 3 плюс уже будет кидать, допустим. У нас будет не 67%, а 81%. Потому что нам надо будет кидать уже 2 плюс. От 2, что значит 2 плюс 3 плюс? Это значит, что от 2 и выше. 2, 3, 4, 5, 6. То же самое с умением пасовать. Нам надо будет меньше число прокинуть. И броня. Соответственно, вот брони становится на единичку больше. Соответственно, врагу сложнее пробить. Теперь включаем общие. Оставить на русском. Ну ладно, давайте тут попробуем на русском. Блок. Это я уже как говорил. Когда мы кидаем кубы в противника. Если мы выкидываем двойку, наш игрок не сбит с ног. Если у противника нету блока, мы его валим. Неустрашимый. Когда этот игрок пытается использовать блок или блиц на цели, чей показатель силы выше показателя игрока, до учета помощи, вспоминаем, что помощь это вот когда кто-то рядом стоит с игроком, он дает помощь. Здесь помощь не считается. То есть и к силе игрока добавляется результат кубика. Если общий показатель выше силы цели, то собственная сила игрока увеличивается до показателя цели. О чем это говорит? Что если у нас 3 силы, мы кидаем в игрока, у которого, скажем, 4 силы, мы прокидываем кубик от 1 до 6 и добавляем результат к нашей силе. Если наша сила, соответственно, получается выше силы противника, то наши силы уравниваются, и мы еще получаем там уже тогда помощь, и мы кидаем в 2 куба против противника. То есть это против биггаев, вот у кого сила 5, это очень полезный скилл против них, потому что даже с помощью довольно-таки сложно набрать силу, чтобы вот здесь прокинуть против него 2 куба, это нам надо 6 силы. С неустрашимым мы просто кидаем кубик, если у нас 3 силы и мы выкидываем тройку, то мы уже сможем кидать не в красные кубы, а уже кидать, получается, 2 куба против него. Грязная игра. Когда игрок фалит, прибавляем единичку к проверке брони. То есть, допустим, мы фалим игрока, у него броня пробивается на 8 и выше. То есть 2 кубов нам надо кинуть 8 и выше. С грязной игрой нам уже надо кинуть 7, потому что она дает единичку. Сдерживание. Толкнувший этого игрока, противник не будет преследовать. То есть, когда против нас выкинули 3 или 4, нас отталкивают, и игрок выбирает, подойти или остаться на месте. В данном случае игрок, который атакует, всегда останется. Он не сможет подойти. Безумие. Безумие, каждый раз, когда этот игрок выполняет блок, он обязан преследовать цель, если это возможно. А затем использовать против нее еще один блок. То есть, вот, допустим, Минотавр, он наносит удар по игроку, ему выпадает 3-4, он отталкивает цель и подходит сразу же. То есть я не могу выбрать, оставаться на месте или идти. Так как у него есть скилл безумия, он всегда подойдет и еще раз ударит. Исключение это вот сдерживание как раз. То есть в данном сдерживании его остановят, он не сможет подойти. Удар по мячу. Если этот игрок бьет по мячу во время розыгрыша, вы можете снизить отклонение мяча вдвое, разделив результат броска D6 на 2 и округлив дробные результаты в меньшую сторону.
Это, как мы помним, когда мы выбиваем мяч, стрелки во все стороны. Вот эти стрелки будут в 2 раза ниже. Профи. Во время своей активации этот игрок не может делать переброс для проверок брони, травмы и потери. Он может перебросить кубики, если на D6 выпало 4+. То есть мы делаем блок. Нам выпадает там из серии 4-4, 2 стрелки. И мы можем одну стрелку перебросить на другой результат. Такой бесплатный, как говорится, реролл. Тень. Если этот игрок может использовать этот навык, когда противник покидает помеченную игроком клетку. Бросьте D6, прибавьте движение этого игрока и отнимите движение противника. При результате 6+, или если на кубике выпадает 6, этот игрок может переместиться на освобожденную клетку без броска кубика на уклонение. Так. Насколько я помню, тень — это когда мы рядом друг с другом стоим. Если человек пытается от нас уклониться, мы за ним следуем. То есть наш игрок будет его все время преследовать. Отбор мяча. При выборе результата отбросить после действия блок против игрока с мячом, мяч приземляется на выбранную клетку и отскочит. То есть отбор мяча — это получается, если у игрока мяч, мы против меченосца бьем, прокидываем блок, и если у нас выпадает 3 или 4, мы у него из рук выбиваем мяч. То есть мы выбиваем мяч, даже если не кладем меченосца. Крепкие руки нивелируют вот этот навык. Если у нас крепкие руки, этот игрок может перебросить проверку подбора мяча. Кроме того, против этого игрока нельзя использовать навык отбор мяча. То есть получается, вот как мы поднимали мяч, нам надо было прокинуть 3+. Если мы прокидываем 2, то вот это крепкие руки дают бесплатный реролл. Мы не используем командный реролл, мы кидаем еще один кубик бесплатно. То есть 2 раза мы кидаем кубик от 1 до 6, если у нас есть вот этот скилл. Отбор. Запрещает противникам, находящимся на помеченных этим игроком клетках, использовать навык уклонения. Уклонение — это в ловкость. Сразу давайте посмотрим. Мы вспомним, что этот навык, если у противника этот навык, и мы ловим 5, то мы его не валим. Но если у нас есть отбор, с отбором мы нивелируем этот навык. То есть мы уже кладем соперника на лопатки. И борьба — это когда это похож на блок, но в данном с блоком мы просто не падаем. А если у соперника тоже блок, то оба остаются на ногах. Если у соперника блока нет, то падает только соперник. В случае борьбы, когда мы выбираем 2, то мы оба падаем. То есть и мы падаем, и соперник падает. Но перехода хода не происходит. То есть это как бы есть такие случаи, когда надо уронить там меченосца и так далее. То есть или же у вас довольно-таки слабый игрок, он не очень вам нужен, и вот как бы и против него, вот, допустим, Минотавр 2 выкинул, то лучше и себя уронить, и Минотавра повалить, и как бы уже потом что-то с этим Минотавром на земле делать. Переходим дальше. Сила. Подсечка. Если противник, на котором есть хотя бы одна метка от этого навыка, провалит проверку уклонения или прыжка, к проверкам брони и травмы добавляется +1. То есть получается, когда соперник пытается уклониться, если у нас есть подсечка и у противника броня 9+,
то он уже, ему надо уже не 9+, а 8+. И на травму также. Не, чтобы там, допустим, оглушить, надо уже не 8+, а 7+. Задира. В случае объявления блока, но не во время блица, этот игрок может один раз перебросить, результат падают оба. То есть, грубо говоря, он может перебросить двойку, но не во время блица. Срыв отбора — это когда мы уклоняемся, но не через ловкость, а через силу. То есть, допустим, вот здесь у нас ловкость 4+. Чтобы уклониться Минотавром, ему там надо кинуть, насколько я помню, 5 и выше. Но со срывом отбора мы используем не ловкость для уклонения, а силу. И так как у него высокая сила, нам надо будет уже прокинуть 2 и выше, чтобы уклониться. Захват. Когда этот игрок выполняет блок, этот навык прекращает использование навыка шаг в сторону. Кроме того, если во время блока, но не блица, выбранной целью игрок был отброшен, можно выбрать любую соседствующую с целью клетку. Игрок с этим навыком не может получить навык безумия. Что это значит? Это значит, когда мы бьем, давайте я, наверное, покажу в игре. Вот, как мы видим, у нас есть захват и задира. То есть здесь мы перебрасываем двойку, а здесь мы что происходит? Так, давайте перебросим, нам нужны стрелки. Вот, мы можем перебросить, получается, падают оба, да? Честно говоря, я до конца этот задира не знаю, как действует. Не сработал задира. Пропускаем. Странно. То есть, может, неправильный перевод. А, вот, теперь работает. Просто я уже сделал командный переброс. Вот, сейчас работает. Мы перебрасываем задиру. И нам как раз то, что надо. 3 или 4 падает. Теперь мы сможем использовать захват. С захватом мы выбираем любую клетку, куда мы поставим этого игрока. Обычно, когда мы наносим удар блоком, то только мы можем выбрать 3 направления от нашего удара. То есть, если мы бьем снизу вверх 3 клетки, если мы с этой позиции ударим, то будут вот эти клетки, с этой позиции вот эти и так далее. То с навыком захват мы выбираем любую клетку. Вот. И тут можем проследовать или стоять. То есть мы выбираем, соответственно, куда их толкать. Вот, опять то же самое. Все, чтобы вы понимали, допустим, вот сейчас мы без этого навыка, если нападем, и нам повезет и выпадет 3 или 4, да, вот. Всего 3 варианта. Сюда мы уже не можем. Так, с этими навыками разобрались. Следующий навык — защитник. То есть защитник — это навык, мы вспоминаем, что чтобы нанести, когда у меня, да, у нас 3 и у соперника 3 силы, нам нужна помощь, чтобы прокинуть блок в 2 куба. И наш помощник должен быть открыт, никого рядом с ним не должно стоять. В случае, если у него есть навык защита, то даже если его кто-то кроет, он все равно даст нам эту единичку помощи. То есть этот игрок может предлагать помощь в нападении и обороне вне зависимости от того, сколько игроков оставили на нем метку. Что такое метка? Метка — это вот как раз и значит, что кто-то рядом с ним стоит. Джаггернаут. Когда этот игрок выполняет блок во время блица, он может быть отброшен, при результате падают оба. Но это неправильный перевод. Что происходит? Мы используем блиц, и у нас выпадает двойка. У нас нету блока. В
случае, если у нас есть Джаггернаут, то мы не падаем. Нам выдаются стрелки. То есть 3 или 4. Соответственно, но только при блице. То есть, если мы будем с места бить, и нам выпадет двойка, то мы упадем. Могучий удар, это уже вы видели. Это получается, что или на травму, или на броню нам добавляется единичка. То есть, когда нам надо пробить 8-ю броню, нам надо прокинуть 8+. С могучим ударом нам надо прокинуть уже 7+. Также и с травмой. Рестлер. Если после блока этому бою игроку удается сбить с ног противника, он может попытаться выполнить против противника фол без затрат, если тот находится на соседней клетке. То есть, что происходит? Мы кладем противника на лопатки, но не пробиваем броню, допустим, да? Мы используем этот скилл, он на него тоже падает, и еще раз мы ролим кубики на броню. То же самое, допустим, с травмой. Мы пробили противника, пробили его броню, но не смогли нанести травму, только оглушили. Мы включаем этот скилл, он падает, и еще раз прокидываются кубики на броню. Но это фол, насколько я знаю, в ББ3. То есть вас за это могут удалить, если вы там прокинете 2-2, 3-3, 1-1 и так далее. Крепкая стойка. Этот игрок не может быть отброшен. То есть мы прокидываем блок, прокидываем 3 или 4, но мы не можем его толкнуть. Исключение Джаггернаут. То есть, если мы блицуем с Джаггернаутом, то крепкую стойку мы пробиваем. Вот как и написано. Сдерживание, крепкая стойка и борьба. То есть, мы пробиваем, получается, крепкую стойку, отталкиваем. Также не работает сдерживание, мы пробиваем и дальше бьем. И борьба. В случае с этим скиллом, когда мы оба падаем, если у нас Джаггернаут с блицом, мы его сбиваем противника. То есть мы его роняем, и он кидает роллы на броню и возможно, травму. Дальше. Сильная рука. Это к проверкам умения пасовать при действии бросок товарища. Это там тролли всякие гоблинов кидают. Соответственно, на +1 к роллу дается. Толстый череп. Вот, проверка на травму. Кстати, вот это то, что я не до конца помнил. Получается, 8 это оглушение на травму. То есть 8 и выше просто до 8 оглушение. 9 это нокаут. А 10, 11 и 12 это уже травма. С толстым черепом получается, всего должно быть на единичку выше. Так, сейчас, секундочку. И все ли я правильно говорю? Ну, вроде да. То есть 8 оглушения. Или нет, обычно оглушение идет... Все, я понял. Оглушение обычно идет до 7, а травма уже начинается с 9. Ладно, я этот навык напишу в комментариях. Я по травмам, потому что я точно так из головы сейчас не помню. Ловкость. Ловля мяча. То есть мы пытаемся поймать мяч. Если мы его не ловим, то мы еще раз кидаем бесплатный реролл. Оборона. За время хода противника все игроки с меткой, поставленной этим игроком, не могут использовать навык защиты. То есть получается, игрок нивелирует вот этот навык, защитник. То есть защита не работает против игрока, который рядом. Вот если игрок с этим навыком рядом с защитниками стоит,
то защита не работает. Бросок за мячом. Если этот игрок может попытаться поймать мяч, если тот приземляется в его зоне отбора после паса, броска или розыгрыша. Более того, игрок получает +1 к приему точного паса, если находится в целевой клетке. Не очень понятно, странный перевод, но смысл в том, что он может прыгнуть, если идет пас, да, он может перехватить, я так понимаю, этот пас, прыгнув на пару клеточек, влево или вправо, в зависимости, где будет пролетать мяч. Подкат. Этот навык можно использовать, если противник успешно проводит проверку ловкости при попытке покинуть клетку с меткой, оставленной этим игроком. Ваш игрок будет перемещен опрокинутым в освобожденную противником клетку. Противник теряет 2 от проверки на ловкость. То есть, что происходит? Как мы помним, мы можем уклониться, если мы стоим вплотную к противнику. Так вот, мы прокинули 3+ наших, уклонились. И тогда противник выбирает, использовать ему этот навык. Он его выбрал. И получается, мы опять кидаем кубик, но уже теряем 2. То есть нам надо намного выше прокинуть результат, чтобы увернуться еще и от подката. Но наш игрок всегда окажется на земле. В любом случае, даже если подкат удастся. Уклонение, это я уже говорил. Один из главных бонусов, это что пятерки против нас не действуют. Исключение отбор, мы помним. И второе, когда мы уклоняемся, и если мы кинули там 1, допустим, у нас бесплатный переброс. Нам не надо тратить командный переброс, чтобы еще раз попытаться уклониться. Подскок. То есть, если нас опрокинули, он может встать без дополнительных затрат. Что это значит? Те игроки, которые упали на землю, у них, допустим, движение 6. Если он на земле, после того, когда он встает, у него всегда движение будет на 3 меньше. То есть у нас будет движение не 6, а 3 на этот ход. Потому что мы тратим 3 движения, чтобы встать. С навыком подскок мы не тратим этих 3 движения, мы действуем в полную силу. Также, если с нами рядом стоит игрок, мы можем сразу же подскочить и использовать блок, попытаться его ударить. Но тут надо пройти проверку ловкости с модификатором 1+. То есть, грубо говоря, что, как мы помним, где у нас это... Вот у нас ловкость 4+, мы подскочим, и у нас ловкость как будто на 5+ надо будет прокинуть, чтобы нанести блок. То есть, если мы кидаем 5 и больше, то мы бьем. Но это я просто на Минотавре показываю. У других вот тут ловкость 3+, козла, допустим. Соответственно, 4+. 50%, что мы сразу сможем еще и блок нанести с этим скиллом. Дальше. Перескок. Но это, конечно, перевод. Во время своего движения этот игрок может перепрыгнуть через любую клетку, занятую стоящим на ногах игроком. Кроме того, для каждой попытки прыжка любой штраф ловкости снижается на 1. Ну, грубо говоря, что он может? Он может перепрыгнуть через игрока. Просто с клетку на клетку перепрыгнуть. Там, насколько я помню, 2 клетки он может перепрыгнуть. Единственное, что вот у него штраф на 1 снижается. Военная выправка. Если этот игрок был сбит с ног или опрокинут с мячом в руках, мяч можно переместить на соседнюю клетку. То есть, если вас опрокинули, вы можете выбрать клетку, куда его кинуть. Шаг в сторону. Если этот игрок отброшен, вы
а не менеджер противника, выбирайте незанятую соседнюю клетку, на которую он будет перемещен. И чтобы вы понимали, вот этот, кстати, скилл, где он? Захват, да? Мы вспоминаем, что захват нивелирует шаг в сторону. Шаг в сторону, это когда по нам бьют, мы выбираем, куда мы упадем. Давайте покажу. Так, ну вот, смотрим. Вот у нас шаг в сторону. То есть сейчас мы атакуем орками. Вот у противника шаг в сторону. Мы хотим ударить, допустим, сюда. И у нас должно быть вот выбор эти 3 клетки. Мы бьем. Его кладем. Даже, в принципе, неважно. То есть нам надо выкинуть 3, 4, 5, 6. Выкидываем пятерку. И вот загорается шаг в сторону. То есть сейчас из-за того, что я играю за обе команды, не так непонятно. Но на самом деле сейчас уже эльф выбирает, куда ему упасть. Не противник. Противник мог только сюда ударить. И вот, типа, я выбираю сюда, после чего уже противник выбирает стоять или подходить. Соответственно, чем хорош шаг в сторону? Если мы стоим на краю, нас всегда могут вытолкнуть. Давайте я это вот покажу сейчас. Секундочку. Вот, соперник встал неумело. Мы можем его вытолкнуть с этой точки. Потому что мы помним, что мы можем выбрать только 3 вперед. Мы его атакуем. И благодаря тому, что у него шаг в сторону, вот, он может активизировать шаг в сторону. Все, и он уже выбирает, куда ему упасть. То есть мы не можем его вытолкнуть, когда у него есть этот скилл. Он просто уворачивается. За это мы его пробиваем. Вот так. Ну и не забываем, что вот этот захват, он нивелирует шаг в сторону. То есть, вот, допустим, у нас игрок с захватом. Товарищ стоит около бровки. Мы его атакуем. Ловим 4 или 5. И все. Видите? Сработало 2 скилла. Сработало его уклонение и сразу же наш захват. И мы его уже 100% выталкиваем. Где ему болельщики навешивают люлей. Все. По этим 2 скиллам запомнили. Следующий скилл Проныра. Если на кубиках выпадает дубль, когда этот игрок проходит проверку брони после совершения фола, он не будет удален с поля. Кроме того, его активация... Ну, это странный перевод. Смысл в чем? Когда мы палим игрока, лежащего на земле, если мы выкидываем дубль, нас всегда удаляют с поля. С этим навыком игрока не будут удалять с поля. Я не знаю, как в 3-м Bloodborne, во 2-м нас удаляли всегда, даже если у нас есть проныра, когда мы травмировали соперника. То есть, если мы травмируем соперника, даже с этим скиллом на дубль нас все равно удаляют. Но если мы не пробиваем броню противнику, не наносим никакую травму, то проныра работает. Забег. То есть этот игрок может попытаться выполнить рывок не 2 раза, а 3. То есть, как мы помним, у нас есть какое-то количество клеток, мы можем пробежать бесплатно. И 2 клетки нам надо кинуть кубик от 2 и выше, чтобы пробежать еще дополнительно 2 клетки. С этим скиллом мы можем пробежать 3 клетки, а не 2. Крепкие ноги. Он просто бесплатный переброс на рывок. То есть, грубо говоря, мы пытаемся сделать рывок. У нас выпадает единичка. У нас есть крепкие ноги.
кубик еще раз перебрасывается бесплатно. Пас. Точность. +1 к проверкам управления паса при быстром или коротком пасе. Ну, это, грубо говоря, нам надо кинуть 3 и выше, чтобы дать пас. Если у нас этот есть скилл, уже нам надо не 3 плюс, а 2 и плюс. Канонир. +1 для длинного и паса и дальнего заброса. То же самое. На единичку нам надо кинуть еще меньше. Удар с небес. Когда этот игрок пытается выполнить длинный пас или дальний заброс, менеджера противника можно заставить сделать переброс успешной попытки помешать. Без понятия, что это значит. Давайте попробуем на английском прочитать. When display tries a long pass or long ball, can force to reroll office. Ага, я понял. То есть он прокидывает удачный кубик, и мы заставляем его еще раз кинуть кубик. То есть мы уже... наш противник прокинул, допустим, там 5, что он кидает пас. Мы заставляем его еще... менеджера, ну или его еще раз бросить кубик. И если он не прокидывает, то он теряет мяч. Как-то так, видимо. Сброс мяча. То есть этот я помню навык. Если нас атакуют и сбивают с ног, то мы можем выполнить... Нет, подождите. Если этот игрок является целью блока или действия, заменяющего блок, и у него в руках мяч, он может незамедлительно. Да, то есть если нас еще атакуют только, против нас делают блок, то мы можем выполнить обычный быстрый пас и дать кому-то из наших союзников. Растяпа. Когда этот игрок выполняет движение или блиц с мячом в руках, он может решить бросить мяч. Мяч может быть помещен на любую из освобожденных клеток. Мяч не отскакивает и переход хода не происходит. То есть, грубо говоря, мы выполняем какое-то движение или блицуем, и у нас мяч в руках, то мы можем благодаря этому навыку где-то мяч оставить. То есть просто положить мяч и побежать дальше по своим делам. И не произойдет переход хода. Потому что в 90% случаев, если мы теряем мяч, сразу же происходит переход хода противника. Пас последней надежды. Когда этот игрок выполняет пас или бросок бомбы, целью можно выбрать любую клетку на поле. Пас последней надежды всегда не точен, но ему нельзя помешать. Нельзя использовать метель. То есть, грубо говоря, мы выбираем, куда кинуть мяч. На любую клетку на поле. Но он всегда не точный, но из плюсов, что его нельзя перехватить. Командующий. Дает переброс команды, если на поле есть один или несколько игроков с таким навыком. Ну, это, грубо говоря, у нас есть командные перебросы. Если у нас игрок есть с этим навыком, то у нас, допустим, не два командных переброса, а 3. Грубо говоря, командный переброс в игроке. Но он должен быть на поле. Если его нет на поле, или если его выбили с поля, то реролл пропадает. Также всегда первый реролл и тратится именно его. То есть, если мы потратили, у нас было, допустим, 2 реролла, плюс его в сумме 3, мы начали играть, мы потратили реролл, у нас осталось 2 реролла, и его выбивают, у нас также останется 2 реролла, потому что первый реролл тратится именно командующий. Остальные нервы. Отменяет модификаторы меток при пасах. Попытка поймать мяч или помешать. Что это значит? Если игрок стоит рядом с вражеским игроком, то ему всегда получается
дается минус к модификатору на поимку, пас и так далее. То есть ему сложнее делать все действия. Чем больше вражеских игроков рядом с ним стоит, тем больше, как сказать, тем сложнее ему дать пас. Виртуоз. Этот игрок может переместиться на 3 клетки вне зависимости от своего показателя движения и действующих правил движения, когда менеджер противника объявляет пас или намерение использовать навык сброса мяча. Этот навык можно использовать после розыгрыша, если игрок не находится на линии схватки. То есть это, насколько я знаю, нет. Хотя... Не зависит. Во втором Blood Bowl было, когда нам... когда мы в атаке, по нам дают мяч, то мы на 3 клетки можем выбрать, чтобы подбежать ближе к мячу. Я, честно говоря, не помню. За виртуоза сейчас Blood Bowl 3. Пас. Этот игрок может перебросить проваленную проверку умения пасовать при выполнении паса. Тут все просто. Мы пасуем, выкидываем единичку, у нас бесплатный реролл. Мы еще раз прокидываем кубик. Пас на бегу. Если этот игрок выполняет быстрый пас, его активация не завершается после завершения паса. Тоже мы идем, даем пас и идем дальше по делам. То есть обычно после того, как мы даем пас, все, ход этого игрока завершен. С этим навыком он может дальше действовать. Безопасный пас. Если этому игроку не удается сделать пас, мяч остается у него, а его активация завершается. Все тоже просто. Мы бежим, даем пас, кидаем единичку, пас не удался, мы мяч не кидаем, просто остаемся на месте стоять с мячом, но уже ходить не можем. Так, мутации. Одно из моих любимых. Большая рука. Этот игрок игнорирует модификаторы метка и ливень во время проверки подбора мяча. То есть ливень уменьшает, ну то есть при ливне сложнее поднять мяч. С большой рукой мы на это не смотрим. Также и с меткой. Когти. Когда игрок с этим навыком пытается сбить с ног противника при немодифицированном результате 8+, его броня будет разбита. То есть вот здесь, допустим, у нашего воина броня 10. Если против нас противник атакует и у него есть скилл когти, и он нас валит, то на броню уже ему надо кинуть 8+, а не 10+. То есть когти пробивают броню при 8 и выше. Парализующий страх. Когда противник пытается выполнить действие паса, бросок товарища, бросок бомбы, все, что связано с мячом, поймать, то в пределах 3 клеток от игрока с этим навыком у противника отнимается единичка. Соответственно, если таких 2, уже -2 отнимается на все действия с пасом. Дополнительные руки +1 к проверкам подбора и ловли мяча и при попытке помешать пасу. Ну, то есть просто нам надо прокинуть, если мы ловим или пытаемся помешать пас, на единичку меньше. Мерзкий вид. Когда противник объявляет блок или особое действие против этого игрока, действие будет провалено, если на кубике выпадает единичка. То есть по нам пытаются ударить, тренер кидает кубик, проверку на мерзкий вид. И если выпадает единичка, он нас не бьет. Рога. При блоке во время блица этот игрок получает +1 к силе. То есть, если у нас рога, мы объявляем блиц, и нам прибавляется сила. То есть, при блице у нас будет на 1 единичку силы больше. Железная кожа. Против данного игрока нельзя использовать мутацию когти.
То есть, допустим, у врага когти, у нас железная кожа. Он по нам бьет с блока и пробивает. Действует наша броня. Не восьмерка, как с когтями, а из-за того, что у нас кожа, действует наша родная броня. Чудовищная пасть. Этот игрок может перебросить каждую проваленную попытку поймать мяч. Кроме того, против этого игрока нельзя использовать навык отбор мяча. Ну, грубо говоря, ты пытаешься поймать мяч, не поймал, делаешь переброску бесплатную. И отбор мяча не работает. По нам бьют, отталкивают. Обычно с отбором мяча из рук выпадает мяч. В данном случае мяч остается с нами. Цепкий хвост. -1 к проверкам уклонения, прыжка, перескока у противников, пытающихся покинуть клетку с меткой, оставленной этим игроком. Ну, тут все понятно. То есть обычно у нас и уклонение 3+. Если рядом с нами стоит игрок, у которого цепкий хвост, нам надо уже делать не 3+, а 4+. На единичку больше. Щупальца. Когда противник пытается покинуть клетку, помеченную этим игроком, бросьте D6. Прибавьте силу игрока и отнимите силу противника. При результате 6+, если на кубике выпадет 6, как мы помним, 6 это всегда результат успешен, противник остается на месте, его движение заканчивается. То есть мы пытаемся уклониться, нам надо кинуть кубик. Сколько на кубике выпадает, мы прибавляем к этому результату нашу силу и отнимаем силу противника. Если вышло в итоге 6 и выше, то мы остаемся на месте. Если меньше, то мы бежим по своим делам. 2 головы. +1 к проверкам ловкости при уклонении. То есть, грубо говоря, на уклонение нам надо на единичку меньше кинуть. Длинные ноги. Этот игрок снижает штраф ловкости при проверках прыжка на 1. Кроме того, к попыткам помешать ему сделать пас добавляется +2. На него также не действует навык удар с небес. То есть при прыжках, как там где-то были, это в ловкости были вот эти прыжки, перескоки. Если у нас есть длинные ноги, мы получаем, нам надо кинуть на единичку меньше. Так, ну, все навыки мы просмотрели. Последнее, что я хочу сказать, как правильно выталкивать. Выталкивание за поле происходит только в том случае, когда все 3 клетки выходят за поле. То есть, вот если я здесь бью, 3 клетки, куда я его могу откинуть? Они все за полем. Соответственно, здесь произойдет 100% выталкивание. Давайте, чтобы 2 куба кинуть. То есть при 3, 4, 5, 6 будет выталкивание. Потому что игрок... потому что все 3 клетки за поле. То есть мы выкидываем шестерку. Все. Он за поле. Если, допустим, здесь мы бьем так, теоретически мы можем сюда протолкнуть. Правильно? Но с учетом того, что эти клетки заняты, игрок улетит за поле. Вроде, насколько я помню. Ну-ка, давайте проверим. Да, все правильно, что я засомневался. Вот. Потому что эти товарищи
блокирует эти две клетки, то мы его выкидываем. Если же так, оставляем без разницы. Если же клетки свободны, как в данном случае, давайте через блиц просто это сделаем. Потому что, вспоминаем, у нас рога, а при блице рога дают плюс 1 силу. Вот, клетка здесь свободная. 2 клетки за полем, а 3 свободная. При отбросе он всегда уйдет на свободную клетку. То есть, чтобы выкинуть игрока, обязательно не должно быть свободных клеток, куда мы можем его оттолкнуть. Если, допустим, вот сейчас эта клетка будет занята, пропускаем ход, поднимаем, пропускаем ход. Вот сейчас мы бьем. Вот 3 клетки, куда мы можем его оттолкнуть. Эта клетка занята. Все, он 100% уходит за поле. Если мы бьем воином, клетка свободная. Всегда он будет падать на эту клетку. Вы не сможете вот так ударить и вытолкнуть его за поле. Всегда, если есть свободная клетка на поле, всегда игрок будет падать на поле. Ну вот, давайте, чтобы не быть многословным. Вот, все. Я не могу его выкинуть за поле. Только рядом с этим. Ну, только на свободную клетку. Теперь мы подпираем здесь. И подпираем здесь. И пробуем еще раз ударить. 2 клетки заняты. Мы бьем. Ну. А, так, не тех выбрал. Мы бьем. Выбираем стрелку. Все. Уходит за поле. Ну, вот это самые базовые вещи Blood Bowl 3. Все, что я вам хотел рассказать. То, что сам знаю. А знаю я далеко не все на самом деле. Прежде чем записывать этот ролик, я хотел еще раз прочитать правила, но правил нету. Я, честно говоря, не представляю, как новичкам учиться играть в эту игру. То есть, если вы готовы, чтобы ваша жопа горела, если вам хочется огоньку, вам скучно жить, то эта игра для вас. Потому что игра это, я вам скажу, не для слабонервных совсем. Игра для тех, кто любит страдать. Так что вам я могу сказать? Крепитесь и удачи вам в Blood Bowl 3. А на этом все. До свидания.